Почему вообще Лига Плюща? То есть мы сейчас в Принстонском университете. Это самые старые университеты Америки со старейшим. Это Гарвард, да, во главе всего этого дела. Мы сейчас в Принстоне. Здесь театры, магазины с книгами, с вещами, Princeton University Store, музей коллекции искусств. Где вы хотели бы провести свадьбу? Конечно же, в своем университете. Атмосфера тебя заставляет еще больше проникнуться всем образовательным процессом, мне кажется. Годовой бюджет равен годовому бюджету всего образования в России. Все, что выделяется на образование в России. Друзья, сегодня мы с Андреем отправились в Принстонский университет, одно из самых престижных и легендарных учебных заведений мира. Этот университет является университетом Лиги Плюща. Если вы смотрите этот ролик, то, скорее всего, знаете, что это за лига такая. Сегодня будут тайны этого учебного заведения, легенды науки в целом. Поговорим про Голливуд, то есть всем известные нам фильмы, которые снимались на территории кампуса. А вы определенно знакомы с Принстоном по этим фильмам. Про деньги на счетах Принстона поговорим, а денежек у этого университета немало. Дальше все расскажу. Давайте смотреть, слушать, а я буду снимать. Да, и, кстати, подписывайтесь, если еще не подписались. Большая часть людей смотрят ролики мои без подписки, потом удивляются, о чем мы видим такой классный материал впервые. Ну, а я надеюсь, что он классный. Итак, от Нью-Йорка на Андреевской, не менее легендарной Тесле, мы доехали до Принстона за час. Я очень рад, что Андрей решил составить мне компанию. Мы с ним учились вместе в Вестминстерском университете. В Лондоне уже прошло более 10 лет, как мы выпустились оттуда. Андрей успел еще отучиться в Гарварде, и по дороге мы с ним делились разными историями из жизни и учебы. Если коротко, мне понравилась фраза Андрея, характеризующая Принстон. Мы любим здесь гулять с семьей. Мы подъезжаем сейчас к Принстону. Принстон университет, хотя мы уже, наверное, тут едем. Вся территория. Да, это все. Это все Принстон. Да, Принстон. Ребята бегают, вот такие поля. Эти все здания, все, да. Небольшие Принстон. Вот, допустим, кампус, клаб. Это клуб. Да, для студентов. Вот так это выглядит. Знаешь, когда надо приезжать? Мы здесь один раз попали случайно в день заезда студентов. Это какое-то феноменальное вообще ощущение. Я такого никогда не видел. Ты, наверное, попадал много раз? Да, попадал. Я очень-очень был впечатлен. Мы просто приезжаем сюда с семьей даже. Так здесь как музей просто. Да, потому что я говорю, если ты узнал для себя, что Гарвард старее Америки, да, понимаешь? Я отучился там и не знал. Они об этом, вот тоже, кстати, отдельная штука, они об этом не хвастаются. Да, ребята, мы вас сейчас научим, потому что мы суперстарые. Вот студенты. Здесь еще много на великах продвигается. О, карта. Андрюха, ну-ка давай показывай. Ты рассказывал про Колумбию. Да. О, сразу, вот. Слушай, нет, мы не обойдем, прикинь, это получается, вот даже вместе. А мы можем потом просто проехаться чуть-чуть, посмотреть. 4 минуты. Вот мы здесь. 15 минут радиус. Прикольно. 15 минут. Ага, вот показано, мы вот это 4 минут. Значит, это тоже их все, вот, видимо, все. Да, можно на поезде приехать. Вот более подробнее. Да, на поезде можно приехать в Принстон Джанкшн. Это станция. Мы находимся в University Chapel. Это вот это здание, прям сразу же. Дальше. Так, University Chapel. Напротив нас Library. Вот это Library. Музей. Да. Вот. Under construction. Ага. Under construction. Строится, в общем. Так, University Place. Hall. Аудитория Александр Холл, Рокфеллер колледж, тоже можно сказать. Ну, короче, мы идем сейчас вот так. Я думаю, это главный наш маршрут. И вот здесь мы тоже пройдемся, потому что общаги здесь безумно красивые. Да. Вот здесь общаги, мы здесь много всего прогуляли в свое время. Пойдем посмотрим. И здесь магазины на территории также обозначены разные.
Здесь театры, магазины с книгами, с вещами, Princeton University Store, Art Museum, музей коллекции искусств. Вот это вот все, вы видите, вот это все. Это все здания и холлы. Но давайте к истории. Чтобы понять, насколько университет великий, надо понять его историю. Университет основан в 1746 году. Этот университет хранит более 250 лет истории, академических свершений, культурных традиций. Принстонский университет стабильно занимает верхние позиции в мировых рейтингах. Каждый год количество заявок от абитуриентов более чем в 10 раз превышает количество мест. В прошлом году из всех подающих поступило около 6%. Принстон один из самых избирательных вузов в мире. Более 45 выпускников и преподавателей университета нобелевские лауреаты. На каждого студента приходится примерно 2,7 миллиона долларов принстонского фонда. Но о циферках мы подробнее поговорим чуть позже. То есть мы приезжаем сюда, как приезжаем в другой город. Все. Приехали в другой город и пошли. Блин, какая красота. Через арки вот такие, да, ты проходишь? Да, я вообще очень люблю здесь просто даже погулять. Слово «кампус» впервые появилось в Принстонском университете. Вообще студенты называли так широкие лужайки, окруженные учебными корпусами. В переводе с латыни «кампус» означает «поле». Это слово отлично подходило для описания простора и зелени Принстона. И ничего удивительного в использовании латинских слов здесь нет, потому что в 18 веке в учебных заведениях преимущественно говорили на латыни и греческом языках. Со временем термин стал общепринятым, и теперь кампусами называют территории университетов по всему миру. На территории университетского городка растет более 5000 деревьев. Вуз неоднократно получал звание Tree Campus USA от программы Arbor Day Foundation за приверженность сохранению и увеличению зеленых насаждений на территории кампуса. Смотри, дерево, кстати. Там что-то написано на нем, а если написано, значит просто так не пишут на деревьях, друг мой. Это точно. Burr Oak. Просто название. Какой тип дерева? Я уверен, что он чем-то известен. Его тут, похоже, пытались сжечь, если он тут темный, видишь? Какая-то вечеринка пошла не по плану. А вон у них какой там барчик вообще, смотри, как они организовали. Мне кажется, сам того не осознавая, в таких зданиях ты еще раз глубже в этот процесс обучения втягиваешься. То есть ты вроде такой молодой революционер, ты ничего не хочешь слушать, но волей-неволей архитектура добавляет качество образования. Такие университеты особенно интересны традициями. Представьте, если вы поступили в университет и следуете традициям, которые начались более века назад. Одна из таких традиций в Принстоне – E-Rate. Началась в 1896 году и с тех пор проводится каждый год. В конце весеннего выпускного сезона студенты и выпускники собираются для красочного шествия. Каждый класс одевается в полосатые блейзеры оранжево-черного цвета, фирменные цвета Принстона. Шествие, где выпускники представляют свои года выпуска, символизирует связь поколений. Обычно в начале колонны идут самые недавние выпускники, а заканчивают шествие ветераны, окончившие университет несколько десятилетий назад. Участники машут флагами своего выпуска, а самые креативные даже придумывают тематические костюмы. Многие приезжают на парейд из разных концов мира, чтобы вновь встретиться со своими однокурсниками. Черно-оранжевая символика вуза. Расцветка напоминает тигриную. Тигр стал символом Принстона в конце 19 века. В 1880-х принстонские футболисты начали носить оранжевые и черные полосы на своих гетрах, майках и кепках, а зрители и спортивные журналисты стали называть их тиграми. Ну и тигр быстро стал любимым талисманом и остается по сей день. Вопрос вам, кстати, на засыпку. А кто является талисманом у МГУ? Андрюх, Ева, какой бы университет выбрала для учебы? Принстон, вот этот? А папа же в Гарварде учился. Нет? У тебя футболка Гарвард есть? Футболка Не, я купил. А я сейчас возьму вот эту камеру.
Есть еще и неформальные традиции. Может, для вас будет удивлением, но эти традиции связаны с алкоголем. Точнее, с пивом. 24 банки. На английском 24 cans. Забавно, что эта традиция началась с Пола Ньюмана, который однажды, выступая на кампусе Принстона, пошутил. 24 банки пива в упаковке, 24 часа в сутки. Совпадение? Не думаю. С тех пор принстонские студенты ежегодно 24 апреля устраивают испытания, выпивая 24 банки пива за сутки. Правила негласные, но строгие. Участники должны оставаться на ногах, посещать занятия и не спать. Ньюман, кстати, был выпускником школы драмы в Йеле, одном из главных конкурентов Принстона. Принстон не единственный университет, где есть пивные традиции. Скоро на канале выйдет выпуск про Оксфорд. Этот старейший британский университет также не отличается трезвостью. Атмосфера. Давайте вот просто почувствуем. Одна из самых интригующих легенд кампуса – слух о подземных тоннелях под территорией университета. Говорят, что эти тоннели были построены в начале 20 века для транспортировки угля к зданиям, но сейчас их назначение давно утратилось. Студенты раскрутили байки, что тоннели использовались для побегов с лекций, тайных встреч или даже как укрытие от суровых преподавателей. Тем не менее, правда ли эти подземки существуют? Да, некоторые из них можно было бы увидеть и сегодня, но очевидно, что большинство из них закрыто или заблокировано, чтобы избежать излишнего интереса со стороны искателей приключения. Вот здесь написано прямо на этой табличке, что лаборатория биологии создана классом выпускниками 1877 года. Вот. Это, кстати, тоже фишка университетов многих вот этих исторических, что у них выпускники, родители выпускников, компании, устроенные выпускниками, они финансируют учебные заведения, дают пожертвования и так далее. Так, допустим, в Гарварде, Андрюха, вот в Гарварде я тебе рассказывал, Гарвардская библиотека, ее дала деньги мать человека, который погиб на Титанике, семья магнатов там. Альберт Эйнштейн. Последние годы жизни провел в Принстоне, работая в Институте перспективных исследований. По слухам, Эйнштейн был простым человеком, который любил прогуливаться вдоль университетских зданий. Он вступал в разговоры со студентами и профессорами. Кто-то утверждает, что обсуждал с ним физические теории, другие, что просто приветствовали его, проходя мимо. Эйнштейн был всегда немного рассеянный, при этом он был частью студенческой жизни. Многие до сих пор утверждают, что прогулка по кампусу дает возможность почувствовать дух Эйнштейна. Какой мой? Который будущий? Почему вообще Лига Плюща? Это самые старые университеты Америки со старейшим. Это Гарвард, да, во главе всего этого дела. Мы сейчас в Принстоне, рядом с Нью-Йорком. Почему Лига Плюща? Вот, наглядно, здание найди, пойдем. Ева, пойдем. Лига Плюща. Что такое плющ? Рассказывай мне, говори. Вот, видишь? То есть это здание, они как бы старые здания, естественно, они все уже, да, поросли, обросли вот этим плющом. Вот мы на всех этих зданиях, во всех этих университетах можем встретить плющ. Но, естественно, то есть это группа университетов, которые, престижные, б, они одни из самых богатых. Твой, кстати, Гарвард, он самый богатый университет в мире. Вот, сейчас я считал, что его все ассеты оценивают. Вуз можно весь оценить с бюджетом годовым на расходики. Ну так просто там туда-сюда, на макулатурку 6 миллиардов. 6 миллиардов долларов у университета годовой бюджет. Просто на расход. Да. Неплохо, да? Очень. И, даже. кстати, Андрюх, тоже такой момент, что я смотрел весь бюджет российского образования. Если коротко, 2 университета Лиги Плюща, просто Гарвард и Йель, приблизительно годовой бюджет равен годовому бюджету всего образования в России. Все, что выделяется на образование в России. Здесь только 2 этих университета, все, что выделяется в России на год.
Если вы станете частью принстонского сообщества студентов или преподавателей, вы станете частью культуры Принстона. Так, например, здесь есть свой тайный язык или словарь. Есть термин Arch Sings, дословно арка поет. В университете проводят выступления в арках зданий для создания необычного акустического эффекта. С Андреем вот зашли через вот такие вот арки. Здесь много вот таких арок, всяких разных таких зданий. Ты проходишь через арку и попадаешь как будто снова в другой какой-то. Из одного двора попадаешь в другой двор, а дворы, вот грубо говоря, вот так вот окружены вот такими вот стенами. Вот такие арки, лестницы. Есть, например, так называемый бикер. Это напряженный процесс отбора в университетские братства и клубы, включая собеседование в несколько туров, и на них выбирают новых членов. Каждое здание просто имеет свой какой-то неповторимый стиль, потому что, во-первых, они строились в разное время, абсолютно. Как в Гарварде есть современные здания, есть старые здания, разные временные отрезки, спонсоры. Я думаю, здесь примерно так же. И всегда мы гуляем с тобой на свадьбе. Да, как Андрей заметил, вчера мы были в Национальной библиотеке Нью-Йоркской. Там была свадьба, и здесь вот тоже сейчас идет свадьба. Где вы хотели бы провести свадьбу? Конечно же, в своем университете. Вот Андрей в Новосибирском Государственном техническом университете. техническом университете. Да. На фоне сайдинга. Арендовал. Вот поэтому приходится ездить по Принстонам всяким. Я все-таки надеюсь, что меня услышит руководство Новосибирского государственного технологического университета и пригласит вот на съемки. Очень жду. Я тебя приглашу на съемку. Вот, так. Ева, все, меня пригласит на съемку. Когда ты будешь поступать, да, ты мне тоже. Вот все, вот у меня от Евы есть приглашение. Архитектура. У меня создается впечатление, что я гуляю по замку или по дворцу. Очень фотогеничный кампус, и я сразу же подумал, ну здесь же точно должны были сниматься какие-то кинохи. Определенно здесь есть рука Голливуда. Конечно. Игры разума, Beautiful Mind 2001 года. О ком эта драма? О математике Джонни Нэше, лауреате Нобелевской премии. Главного героя играет Рассел Кроу. Многие сцены показывают кампус, а сам Джон Нэш действительно преподавал и работал в Принстоне. В фильме показаны знаковые здания, аудитории и коридоры университета. Еще один фильм «Теория всего» The Theory of Everything 2014 года. Фильм в основном сосредоточен на жизни Стивена Хокинга в Кембридже, но несколько сцен были сняты в Принстоне. Эти сцены связаны с периодом, когда Хокинг посещает Принстонский институт перспективных исследований. После моих съемок Принстона где-то через 3 недели я полетел в Кембридж, и оттуда вас тоже ждет большой интереснейший выпуск. Если вы не подписаны, самое время подписаться. Еще один фильм «Принцесса Монако», Grace of Monaco 2014 года. Фильм о жизни Грейс Келли с Николь Кидман в главной роли. Кстати, если дословно перевести, значит Грация Монако. Келли сама посещала Принстон, была хорошо знакома с его кампусом. Неожиданно для меня здесь снимали и «Реквием по мечте», «Requiem for a Dream». Сцены в Принстоне не так известны, как в предыдущих фильмах, но кампус Принстона добавил визуальную привлекательность. Здесь в фильме усиливалась атмосфера отчуждения и борьбы главных героев. «Трансформеры 2. Месть падших». Принстон — это место учебы главного героя, Сэма Уитвика. Его играет Шайа Лабаф. Кстати, это не первый кампус, который я снимаю, где снимали блокбастер. Еще я снимал, допустим, университет Ист Англия в Великобритании. Там, например, снимали «Мстителей». Там была штаб-квартира, где базировались Тони Старк, Капитан Америка, ну и вся эта бригада. Можете посмотреть ролик в описании. Мне сейчас прям захотелось пересмотреть эти фильмы, особенно, наверное, «Игры разума», готические и неоклассические здания, башни, шпили, вся эта старина, огромное количество деталей, уютные дворы, зеленые аллеи и, конечно, арки, которые как порталы переносят тебя из одного университетского мира в другой.
Вот университетская часовня Принстона. Это еще один пример готического возрождения. Построена она в 1928 году, стала крупнейшей часовней среди американских университетов. Разместиться внутри могут 2000 прихожан. Она уступает по размерам только часовне Королевского колледжа в Кембридже. Здесь же одно из самых богатых в США собрание витражей со сценами из произведений Данте, Милтона и Библии. Орган из более чем 8000 труб. Здесь проводятся концерты и торжественные службы. Многие детали интерьера выполнены из древесины, предназначавшейся для производства пушек в гражданскую войну. Сейчас внимание! Алтарные кресла изготовили из дуба шервудского леса. Да, вы не ослышались, именно того леса, где была штаб-квартира у Робина Гуда. И, кстати, еще один важный момент, что раньше университеты, вот как Кембриджский университет, они же были колледжами. А что такое колледж? Коллегио. Коллегия – это сбор или собрание. Колледжи были одновременно и местом учебы, и местом проживания преподавателей и студентов. То есть и поэтому вот эти исторические колледжи, университеты, они известны тем, что у них же свои резиденции, очень старые резиденции, общежития, где жили студенты. Сейчас мы пройдемся по такой части. Да, и вот в Кембридже, в Оксфорде я оставался. Ты прям жил? Да, я прям оставался в Оксфордской резиденции. Как раз там тоже несколько веков ей. И студенты уже вот на протяжении нескольких веков вот такие вот. Да. Вот. Конечно, там все уже сейчас переделано. Ну, никакими там носками старыми не воняет. Да. Выпускники. Но если сам дуб везли из Шервуда, то выпускники тут явно непростые ребята. Ну, помимо тех, которых я упомянул ранее. Вудро Вильсон, бывший президент Принстона и 28-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира. Джеймс Мэдисон, отец Конституции США и 4-й президент. Мишель Обама, тоже выпускница Принстона. Джефф Безос учил электротехнику и информатику. Ричард Фейнман, знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии, популяризатор науки, был преподавателем в Принстоне. Фрэнсис Скотт Фитджеральд, автор «Великого Гэтсби». Он подчеркивал, что годы в университете повлияли на его стиль и тематику. Дэвид Ремник, редактор журнала The New Yorker, также учился в Принстоне. Он один из самых авторитетных литературных деятелей США. Отдельно стоит отметить финансы университета, потому что фонд Принстонского университета один из самых крупных среди университетов мира. На 2023 год его объем составлял около 37 миллиардов долларов. Принстон – финансово независимый вуз. Он может поддерживать программы студентов, проекты, которые он сам пожелает поддерживать. Этот фонд не просто лежит в банке, а инвестируется в различные проекты и инициативы. От научных исследований до модернизации кампуса и финансовой помощи студентам. Как оплачивать учебу, если денег нет? У Принстона есть одна штука интересная, называется она Need Blind Admission. Это значит, что финансовое положение абитуриента не влияет на его поступление. Благодаря своему фонду в 37 миллиардов долларов Принстон может предложить поддержку студенту. То есть, если вы прошли по баллам, выиграли жесткую конкуренцию, универ сам вас может профинансировать. Что еще финансирует фонд? Исследования, ради которых сюда и пытаются попасть абитуриенты со всего мира. Исследования в самых разных областях. Медицина, биология, космические технологии, исследования в области ракетных технологий и ускорителей частиц, экологию, устойчивое развитие, снижение углеродного следа, разработку возобновляемых источников энергии и улучшение управления отходами на кампусе. Даже так. Одна из таких инициатив – проект Зебра, нацеленный на создание зданий с нулевым энергопотреблением. Если до вас это звучит как фантастика, посмотрите мой выпуск про университет Ист Англия, опять обращаюсь к этому университету. Там я как раз показывал подобное энергоэффективное здание. В Принстоне сделали ряд открытий в области инновационной генной терапии, которые используют биокомпании. Ключевая идея – создание терапий, которые могут точно нацеливаться на поврежденные участки ДНК. Это открывает новые горизонты в лечении различных заболеваний, в том числе рака. Breeze ML – проект, основанный преподавателями Принстонского университета. Компания разрабатывает инструменты и решения в области машинного обучения, которые помогают автоматизировать процессы анализа данных и оптимизации бизнес-процессов. Здесь работают над созданием экосистем приложений на базе блокчейна. И это, как вы понимаете, капля в море из проектов, чем занимаются в Принстоне. Красивые.
из камня все, с вот этими окнами. Черепица, да, вот это. То, кстати, рядом пристройка кирпичная, видишь? Да, это в разное время. Вот тоже вот это здание. Велосипедные парковки все забиты. Сейчас с Андрюхой сравниваем вот его гарвардское общежитие. У тебя как было общежитие? Современное, модное, такое, условно, хороший отель. Хороший отель. Формата хорошего отеля. Но желание пожить в таком, конечно, очень большое. Да. Очень большое. Очень красиво, очень аутентично. Атмосфера тебя заставляет еще больше проникнуться всем образовательным процессом, мне кажется. Да, вот кстати, когда общежитие вот эти, здесь очень много всяких тусовок студенческих проходит. Друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Большая часть зрителей приходит без подписки, потом удивляются, от чего это мы не видели подобного контента ранее. А образование — это самая важнейшая часть нашей жизни. И мы здесь в СМАПС пытаемся делать международное образование, инновационное образование, современное образование доступнее для всех.